первый трансатлантический лайнер класса «Император». На момент спуска в мае 1912 года он был самым большим пассажирским судном в мире, превзойдя погибший «Титаник». Первые пластины киля нового лайнера были заложены 18 июня 1910 года. В проекте предполагалось оснастить лайнер 3 трубами. В процессе строительства в Германии все сильнее росло чувство патриотизма, и судно было решено назвать «Император». Спуск состоялся 23 мая 1912 года. Интерьер был одной из главных и самых красивых особенностей лайнера. Огромная гостиная первого класса могла вместить по крайней мере 100 человек, а ее потолок был увенчан куполом. Столовая первого класса также имела куполообразный потолок, и в ее центре стоял круглый капитанский стол. Еще одной частью интерьера, которая отличала «Императора» от конкурентов, были помещения третьего класса. В передней части судна была расположена столовая третьего класса с наклонными стенами. Столы здесь были длинные, соединенные вместе, а стулья были заменены на длинные скамьи. Несмотря на наличие этих непривычных средств обслуживания, «Император» мог вместить почти 4250 пассажиров, не считая команды. 13 июня 1913 года лайнер покинул Куксхафен и отправился в свой первый рейс в Нью-Йорк. Но рейс не был столь успешным, как ожидалось. Центр тяжести судна был слишком высок, и большое количество тяжелых предметов, мебели на верхних палубах создавали серьезные проблемы со стойчивостью. Поэтому судну укоротили трубы на 3 метра, все тяжелые предметы с верхних палуб были заменены более легкими точными копиями, а под второе дно были залиты тонны цемента. Это немного помогло, но проблемы со стойчивостью будут всегда преследовать лайнер. Несмотря на эти проблемы, он был в центре общественного внимания. Его внешность, так же как и интерьер, были чем-то фантастическим. Проект с 3 трубами работал весьма хорошо, и можно было легко заметить схожесть с британскими кораблями класса Olympic White Star Line. Единственным разительным отличием от британских конкурентов было количество позолоты, нанесенной на корпус. Например, на корму был нанесен золотой орнамент. Чтобы обеспечить судну статус самого длинного, на форштевне был установлен бронзовый орел. Фигура орла красовалась на форштевне до сильного шторма в море, в результате которого у фигуры оборвались крылья. Оставшееся туловище было немедленно удалено и заменено более изысканным золотым орнаментом, подобным тому, что был на корме. В августе 1914 года, когда началась Первая мировая война, он был поставлен на прикол в Гамбурге и, находясь в неактивном состоянии около 4 лет, начал приходить в упадок. После перемирия 11 ноября 1918 года «Император» был передан на временное использование в качестве военного транспорта ВМФ США. Он был получен как USS «Император» в начале мая 1919 года под командование капитана Кейси. С 3 июня по 10 августа 1919 года совершил 3 рейса из Бреста в Нью-Йорк, перевезя свыше 25 тысяч человек, военных и гражданских, в Соединенные Штаты. Когда лайнер закончил американскую службу, он был передан во владение Cunard Line и переименован в Беренгарию. Прежде чем новая Беренгария могла войти в состав британского флота, нужно было кое-что изменить. Все, что говорило о том, что это было немецкое судно, нужно было убрать, а взамен установить британские отличительные знаки. Новыми 3 суперлайнерами Cunard Line стали Беренгария, Мавритания и Аквитания. Они стали известными как «Большая тройка». Все 3 судна имели собственные отличия. Мавритания все еще была самым быстрым лайнером в мире, Аквитания была самым длинным британским судном, а Беренгария была самым большим судном в это время,
и имела разряд флагманского. Поскольку Беренгария была флагманом компании, на ней пересекали океан некоторые знаменитости. В 1924 году на лайнере принимали будущего короля Эдуарда VIII. В то время, будучи еще принцем Уэльским, он путешествовал под именем лорда Рёнфрю. Среди других известных имен были Вилл Роджерс, Мэри Пикфорд, Дуглас Фэрбанкс, Генри Форд, Джаниус Перпонт Морган и королева Румынии. В 1929 году произошел крах на Уолл-стрит, и скоро он затронул весь мир. Трудные времена препятствовали обновлению флота, и Беренгария оставалась в статусе флагмана до мая 1934 года, когда Cunard Line и White Star Line объединились. Год спустя Великобритания наконец сумела построить первоклассное судно. Это был 81-тонный лайнер Queen Mary, и с ее приходом на Североатлантический путь такие суда, как Беренгария, оказались безнадежно устаревшими. Еще хуже было то, что корпус буквально кричал о том, что судно старое. Кроме того, как и многие старые суда, Беренгария пострадала от постоянных пожаров. В конечном счете дошло до того, что американское правительство запретило своим гражданам путешествовать на Беренгарии. Лайнер был продан на слом в 1938 году и полностью разобран в 1946.